Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина. И сегодня мы поговорим о такой вещи, почему в детстве нам кажется, что взрослым быть хорошо, взрослым быть радостно, взрослым быть классно. Но когда мы взрослеем, почему-то происходит такая ситуация, что мы начинаем считать, что взрослая жизнь – это сплошная череда отказов от чего-то, обманов, предательств, разочарований. И у нас получается, что вот вроде в детстве было так классно, но мы повзрослели, и жизнь стала какой-то такой неприятной, невкусной, неинтересной. Давайте разберемся, как поменять ситуацию, чтобы и взрослая жизнь была классной. Чего про свою взрослую жизнь мы не знаем или забыли, или нам не рассказали об этом. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, который помогает больше 15 лет женщинам быть любимыми и счастливыми. Вот ссылка на мой сайт. Здесь внизу в описании видео вы найдете ссылку на бесплатный курс «Секреты счастливой женщины», который вы можете сразу же начать применять в своей жизни. Если кнопочка подписки на канал светится красным, нажимаем на нее и колокольчик рядышком, и тогда все новые видео будут вам приходить на почту, и вы будете в курсе всех обновлений. Важный момент. Когда мы взрослели, нас в детстве ограничивали, потому что нашим родителям где-то наша неуемная активность, где-то наше стремление познавать мир каким-то своим способом было неудобно. И родители нас пытались зажать в какие-то рамки. Зажимали, катали нас как тесто, спихивали в какую-нибудь коробочку, доформатировались нас до этой коробочки, мы вот так вот все поджались и вышли во взрослую жизнь. Но нам не сказали самого главного, что абсолютно нормально, когда каждый взрослый человек нуждается в признании, в поддержке, в уважении. Когда общение между людьми обязательно должно строиться на равных позициях. Ты мне равен, и я тебя уважаю. Правда, интересная ситуация? Можно говорить о том, что вам не хватает признания, можно признавать о том, что вы нуждаетесь в поддержке, можно требовать уважения к себе и настаивать на нем. И не обязательно становиться в неравную позицию для того, чтобы комфортно общаться с людьми. Такая интересная жизнь начинается, потому что когда вы понимаете, что вас могут не уважать, что вас могут игнорировать, что вам надо под кого-то прогибаться, подстраиваться, от чего-то отказываться. Жизнь такая противненькая, правда? Неприятный привкус у нее появляется. А когда вы знаете, что можно совсем другое, что это нормально говорить и настаивать на том, что важно для вас. Это норма. Это даже не завышенные требования и эгоизм. Это просто норма. Это как то, что после ночи наступает день. Это как само собой разумеющееся, что после весны всегда приходит лето, а после лета наступает осень. А теперь оглянитесь на свою жизнь и посмотрите, а сколько в ней людей, которые вас обесценивают, людей, которые пытаются отвернуться от вас для того, чтобы вами манипулировать. Людей, которые вынуждают вас приспосабливаться и отказываться от того, что важно вам. Людей, которые пытаются игнорировать или обесценивать ваши чувства. И так далее, и так далее, и так далее. Сколько у вас людей, с которыми вам просто банально дискомфортно. Вам хочется сбежать от них на край света. Не думайте, что с вами что-то не так. Ваши ощущения вас не обманывают, потому что ваши отношения с этими людьми, они находятся вне понятия норма для нормального взрослого человека. С вами люди себя ведут неадекватно. Что делает взрослый человек? Возвращает в норму. И поэтому, если вам кто-то скажет, что вы слишком много хотите, когда настаиваете на уважении, вы будете знать, что он вам врет. Если кто-то вам говорит: ой, подумай, что ты там делаешь, вы будете знать, что он вас обесценивает и тоже вам врет, потому что он, сука, вам завидует. Он не хочет напрягаться или не может сделать так, как вы, а у вас это есть, у вас это получается. И для того, чтобы вам не было слишком радостно, он хочет вас опустить. И это не норма. И вы можете ему сказать: слушай, пойди либо научись, либо сделай. А я вот буду делать то, что мне нравится. Если кто-то вам диктует, какой вы должны стать, чтобы он вам
чего-то там согласился сделать, а вы понимаете, что это идет вразрез с вашей внутренним пониманием о том, как вы хотите жить, это не норма. И вы можете от этого отказаться. Давайте сделаем интересное упражнение. Прямо сейчас, вот в комментариях к этому видео, напишите, от чего вы отказываетесь, что в вашей жизни не есть норма. Что вы хотите, чтобы было иначе. Ну и сразу же пишите, как вы хотите, чтобы это было. А я подкорректирую, если нужно будет, где вы увлеклись либо в сторону перевеса, на свою сторону. Ну, когда нас долго прогибают из норм, вне норму, мы тоже иногда теряем представление о том, что есть норма. Так вот, чтобы вы чувствовали, что вы достойны уважения, что вы достойны признания, что вы можете просить о поддержке. Давайте здесь, в комментариях к этому видео, вот об этом и напишем. Давайте засвидетельствуем для вас, для вашего сознания, для вашего подсознания, что вы хотите сменить программу на норму, чтобы вам в этой жизни было хорошо. Жду ваших комментариев. С вами была Алла Касаткина. Давайте жить счастливо и жить в норме. Да, кстати, жить счастливо – это тоже норма. Пока-пока, мои ласточки.